Новинка от компании Nothing CMF, которая имеет AMOLED-экран на 1,96 дюйма с технологией Always On Display, корпус из алюминиевого сплава, поддержка 110 видов спортивных режимов, встроенный GPS-трекер, функция Bluetooth-звонков, мониторинг пульса, SPO2 и уровня стресса 24/7. Водонепроницаемость стандарта IP68. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Nothing CMF Watch Pro. Притом какое-то время они старались скрывать, что это суббренд Nothing. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в очень интересно оформленной упаковке. Выглядит она презентабельно и нестандартно. На упаковке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка выполнена из плотного картона и, в отличие от других упаковок от Nothing, может в принципе использоваться еще разок. Или 2 раза. Все максимально красивенько и продумано. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем краткое руководство, сами смарт-часы, силиконовый ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами. Да, к сожалению, вот так все. Я предполагал, что компания сразу же будет поставлять свои смарт-часы с зарядным устройством без пинов, но, к сожалению, нет. Вес смарт-часов со стоковым ремешком 47 граммов, а габариты 40 на 46 на 12,7 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Поставляется эта модель с корпусом темно-серого цвета и серо-металлическим. Дизайн новинки лично мне нравится, выглядят смарт-часы, учитывая стоимость, и правда хорошо. Но они бы могли, как по мне, быть более тонкими, согласитесь? Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и матового пластика. Качество материалов отличное, сборка хорошая. Крепление ремешка стандартное, так что стоковый ремешок можно заменить на любой ремешок шириной 22 мм. Но нужно учитывать, что ремешок не должен иметь дополнительные ушки или что-то подобное, чтобы не мешался креплению. С одной стороны, это очень удобно, но с другой стороны, я ожидал какого-то фирменного и более удобного крепления. Стоковый ремешок с классической металлической застежкой, качество ремешка отличное. При носке смарт-часы не ощущаются и спать в них комфортно, особенно после всяких флагманов по 100 граммов весом. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамики и датчики мониторинга здоровья. Также на корпусе есть 1 механическая кнопка для перехода в меню, а зажатием можно перейти к экрану перезапуска или выключению устройства. Ход у кнопки хороший, щелчок при нажатии кнопки приятный, но, как вы уже поняли, команды для быстрого перехода к тем же тренировкам отсутствуют, и переназначить стоковые команды здесь нельзя. По дисплею оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,96 дюйма с разрешением 410 на 502 точки и плотностью пикселей в довольно приличные 332 ppi, что для смарт-часов очень хороший показатель. Олеофобное покрытие неплохой, дисплей имеет слегка закругленные края, рамка на борту. Но отмечу, что эти рамки не громадные, ко всему подбородка нет. Все рамки одного размера. Частота обновления экрана заявлена 58 кадров в секунду, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно, но анимации реально мало. Интерфейс недоступен на русском языке, но есть английский, хотя это эпичный фейл. Шрифт читабельный, интерфейс выглядит минималистично, но при этом с выдержанным стилем. Сильных подлагиваний за время моего использования не встречал, а микрофризы изредка проскакивали. Автояркость на борту отсутствует, за что минус. Яркость до 600 нит, чего в целом достаточно. При прямом попадании света на экран яркости хватает, но большого запаса яркости нет. Автовыключение экрана максимум до 20 секунд или можно включить автоматический режим. Функция «Постоянно включенный экран» настраивается до 20 минут, поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно и быстро, АОД работает в режиме смарт или по расписанию. На борту есть 8 стилей АОДа, накрытие экрана ладонью для отключения дисплея работает корректно, но вот разбудить экран тапом нельзя. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Минус за то, что нет возможности персонализировать виджеты под себя, как и сортировать меню. Для меню предоставили 2 стиля отображения. В меню есть тренировка, записи тренировок, измерение пульса, SPO2, активность, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, телефонная книга, в которой можно посмотреть последние вызовы, посмотреть избранные контакты и набрать номер. Далее в меню есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Притом у многих он еще и глючит. Загрузить музыку на смарт-часы нельзя. Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки работает даже со стоковой камерой смартфона, за что отдельный плюс. Прогноз погоды отображается не совсем корректно. Также есть дыхательные тренировки
тренировки, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смарте, секундомер и таймер, но в фоновом режиме работает только секундомер. Такая вот обрезанная мультизадачность. Будильник можно завести прямо со смарт-часов, фонарик и поиск телефона. В настройках на смарт-часах, кроме перечисленного выше, есть настройки громкости, включение-выключение режима «Не беспокоить» и настройка силы вибрации. К слову, вибромотор тактильно очень приятный. В данной ценовой категории вибромотор у Nafin CMF Watch Pro я бы назвал самым лучшим, который я встречал. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, подключение внешних Bluetooth устройств не предусмотрено, то есть нельзя подключить нагрудный датчик или беспроводные наушники. К Wi-Fi смарт-часы не подключаются, спортивных режимов более чем достаточно, но отслеживание плавания отсутствует, как и умного распознавания активности здесь тоже нет. Несмотря на это, данная модель оснащена GPS-позиционированием, местоположение смарт-часы определяют до 8 секунд, пройденный маршрут строится с приличным отклонением, но в целом навигационная система работает практически так же, как у большинства смарт-часов с GPS. Но это не касается топов, там все намного лучше. Загружать маршруты на смарт-часы, разумеется, нельзя, как и пользоваться плеером во время тренировки. Настроек для тренировок по минимуму, но они есть и в фоновом режиме тренировка не работает. Далее измерение пульса, измерение SPO2 и уровня стресса происходит в автоматическом режиме, а также можно все это дело измерять вручную. Пульс и SPO2 у воздуха смарт-часы не считывают. Результаты измерения здоровья корректные, сон мониторят они отлично, как и фаза сна. Подробные графики измерения пульса и SPO2 можно посмотреть как на смарт-часах, так и в приложении на смарте. Но вот график сна полноценно на смарт-часах не отображается. Настроить работу измерений показателей здоровья можно только через приложение. Звонить с часов можно, входящий вызов можно принять или сбросить. Микрофон отрабатывает хорошо, а динамик громкий. Уведомления приходят моментально. Но текст на русском не отображается, как и не отображаются смайлики. Отображаются только иконки. Быстрых ответов на звонок или уведомлений нет, а отвечать каким-либо другим образом на уведомления нельзя. Емкость аккумулятора 340 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа. В интенсивном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, периодическими Bluetooth звонками, но без включенного АОДа, они прожили у меня 5 суток. Время автономной работы хорошее, конечно же, и можно протянуть их до заявленных 13 дней, даже больше. Водонепроницаемость IP68, я их протестировал в воде. Вода на смарт-часы никак не повлияла. Напоминаю, что в соленой воде и в бане лучше их не использовать, если вы не хотите покупать что-то новое. Nafin CMF Watch Pro работает как с iOS устройствами, так и с Android устройствами. Приложение для подключения смарт-часов называется CMF Watch. Приложение доступно на английском языке, на русском нет. Интерфейс удобный и интуитивно понятный. В приложении есть 4 основные вкладки, такие как вкладка со всем мониторингом здоровья, вкладка с тренировками, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице со смарт-часами есть заряд аккумулятора в процентах, что удобно, магазин с циферблатами, которых там достаточно, но они однообразные, плюс за то, что можно установить любую фотографию на заставку. Далее в приложении есть стандартные настройки смарт-часов, включение напоминаний, обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже несколько раз прилетали. Минусы: нет автояркости, не отображается текст на русском языке, не отображаются смайлики, нет заготовок для быстрых ответов, таймер не работает в фоновом режиме, мало анимаций, нет отслеживания плавания, нельзя включить экран тапом, не отображается полноценный график сна на самих смарт-часах. Также есть еще небольшие минусы, которые, как по мне, будут допиливаться с выходом новых моделей. Но пока времени прошло уже прилично, да, прошивка стала менее глючная, но как-то медленно они все допиливают. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм по ссылкам в описании, там много всего полезного. Всем, кто подпишется на этот канал с колоколом и еще и коммент оставит, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую: Nafin CMF Watch Pro, как по мне, отличные смарт-часы, так как система работает корректно, все функции отрабатывают без проблем, смарт-часы имеют интересный дизайн и выполнены из качественных материалов. Ко всему есть удобное фирменное приложение. От меня девайсу исключительно за красоту и идею да, рекомендовал бы их к покупке сейчас? Однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.